Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. И сейчас у нас ночной обзор прекраснейшего автомобиля Geely Manjaro. В салоне на передних дверях автомобиля мы можем увидеть атмосферную подсветку, которую можно настроить индивидуально под вас. Жалко, что сзади, конечно, она отсутствует. На педалях есть также светодиодная подсветка в ногах у водителя и пассажира. Также очень приятный бортовой свет. Примерно 3000 кельвинов температура. Ну и когда вы открываете дверь, также в заднем ряду по бокам загораются лампочки. Это сделано очень удобно. Когда ваши дети будут находиться в салоне, вы их сможете увидеть и, в принципе, сделать нужные вещи. Снизу на тоннеле есть также дополнительное освещение. Молодцы, что в отличие от Chery Tiggo 8 Pro Max здесь есть такая опция. В темное время суток автомобиль нам дает возможность отрегулировать яркость приборов. И вы будете ее видеть именно так, как я вижу ее сейчас. Она не бросается в глаза, очень информативная, и действительно это вот яркость, которая идеально оптимальна в ночное время при провождении в автомобиле. Также можно увидеть проекционный дисплей. Он настроен в минимальную яркость и на минимальный угол вниз. Работает превосходно, мне тоже очень нравится. И у меня никаких проблем с считыванием информации с проекционного дисплея за момент тестирования в ночное время не возникло. Ну а яркость проекционного дисплея можно с легкостью настроить. Я использую минимальную яркость, и так мне намного комфортнее. Давайте увеличим яркость приборной панели. Экран переднего пассажира мы также включим. И у нас вот такая сейчас интересная заставочка, но в принципе все очень красиво. Также мы можем менять яркость самих вторых дисплеев. Тоже довольно-таки достаточно можно настроить под себя, под комфортное ночное время, и вы в принципе не будете видеть никаких подсветок. Давайте вот так мы сделаем в один тон. Очень красивый натуральный черный экран AMOLED дисплея у Geely Manjaro, и действительно очень красиво выглядит приборная панель ночью. Но опять же, в светлое время суток датчик света вам не даст возможность регулировок приборной панели, и оно будет работать на максимум. Сейчас 5 часов вечера, соответственно, погода у нас испортилась, сильные дожди. Ну и, соответственно, давайте сейчас посмотрим, как будет работать датчик света. По идее, мы заехали в тоннель, и приборная панель у нас должна регулироваться по яркости. Да, вот, смотрите, она сейчас у нас регулируется. И сейчас мы выезжаем из тоннеля, и вот она сохранила эту настройку. Опять регулируем максимально. Странно, короче, датчик немножко срабатывает и не понимает, что происходит. Объясняю почему. Мы видим, как раз у нас в авторежиме включен ближний и габаритные огни. Соответственно, как-то этот датчик неадекватен. То есть вы сами видели, что я мог регулировать, точнее не мог регулировать яркость приборной панели. И вот сейчас я опять не могу это сделать. Очень странный алгоритм, что они при настройке яркости приборной панели так сильно зашили под датчик света. Это некомфортно, друзья, все-таки. Ну вот, ну как так? Ну вот не могу я теперь ничего отрегулировать, чтобы было не так ярко. Мне некомфортно. Включаю, допустим, да давайте вообще даже выключим свет, оставим габариты. И также у нас ничего не получается изменить по яркости у данного дисплея. Также, друзья, обратил интересную функцию. Когда автомобиль выключен, у вас экран все равно горит. Я так подозреваю, скорее всего, здесь используется технология AMOLED.
Это очень хорошие экраны, и действительно они передают черную картинку максимально близкого к черному цвету, если он таковой присутствует на изображении. И когда автомобиль у вас выключен, если присмотреться к монитору приборному, если присмотреться к головному устройству первому и второму дисплея, можно увидеть отчетливо, что экран не выключен полностью. Он не горит. Подсветка у него находится в минимальной яркости, и ей можно управлять. Это поразительно, друзья, в этом автомобиле. Зачем это сделали китайцы? Объясните мне. И зачем управлять на выключенном? И почему они допустили управление головным устройством, все эти жесты, отклики сенсора на устройстве, которое выключено, ну или находится в спящем режиме. Напишите в комментариях ваши догадки, для чего это сделали. Может быть, для того, чтобы экран головного устройства не выгорал от времени. Но, опять же, повторюсь, это можно увидеть только если вы смотрите на экран, и на него есть воздействие прямых солнечных лучей, либо того же самого фонарика. В самом автомобиле можно настроить атмосферную подсветку. Давайте мы с вами более детально посмотрим, какие у нас варианты цветов есть в настройках приборной атмосферной подсветки. Очень много оттенков разных цветов, и также можно менять контрастность. Но жалко, конечно, что на передних вставках у нас также ничего не изменить. Друзья, напишите в комментариях, кто также владеет Geely Manjaro, есть ли какая-то возможность отключить либо урегулировать подсветку клавиш, потому что я ее не нашел. В целом она сейчас работает очень приятно, в глаза мне не режет, но было бы очень интересно узнать это у вас. Подсветка шайбы также присутствует, ну и кнопка паркинга и электронный ручник. Мы также можем увидеть и наблюдать подсветку. На руле подсветка не яркая и не особо бросается в глаза. Очень также приятно. Давайте посмотрим в ночное время, как светят козырьки. Очень яркий свет в районе 6000 кельвинов. Очень прям сильно бросается в глаза. Аж неприятно в ночное время использовать такие лампочки, потому что в том же Geely Coolray около 4000 кельвинов используется. Бортовой свет индивидуально для водителя и пассажира. Сейчас я вышел из автомобиля, и вы можете увидеть, как в действительности он освещает. Очень приятный теплый оттенок. Атмосферная подсветка подчеркивает эталонный дизайн данного салона. Давайте посмотрим, что у нас творится на заднем ряду. Явно, что из-за панорамной крыши света здесь меньше, но это и плюс. Если вы будете возить своих детей, в целом даже будет более комфортно им находиться на заднем ряду, и никакие световые источники не будут мешать сну ваших малышей. Поэтому могу только похвалить Geely Manjaro. Нажимаем один раз, они выключаются. Второй раз включаются. По идее, только два режима. Лайфхак. Для того, чтобы отрегулировать задние плафоны, вы долго жмете на кнопку включения, и яркость меняется. Оставляете либо очень тусклую, либо очень яркую, которая вам больше нужна. Здорово, что Geely позаботились об этом и сделали такую возможность регулировать яркость в свете. Даже бортовой свет можно также регулировать. Это сделано очень удобно и приятно. Вот вообще совсем убавил я свет. И он сохраняет нужную нам настройку. На заднем ряду мы можем увидеть систему климат-контроля третьей зоны. Мы можем включить подогрев сидения. Можем настроить температуру, которая нам нужна. А также направление потоков.
очень сделано удобно. Но жалко, что нету никакой подсветки на дверных картах автомобиля. Задняя корма автомобиля выглядит тоже очень элегантно. Светодиодная оптика полностью подчеркивает заднюю часть автомобиля. Автомобиль выглядит очень красиво. Ну а также у нас есть панорамная шторка. А также у нас есть панорама. Панорама сейчас открыта. Давайте мы ее полностью закроем. Звук, конечно, был не эстетический. И закрываем саму шторку. Света в автомобиле становится намного меньше. Но в целом шторка очень плотная. И в светлое время суток вам будет, наоборот, только комфортнее. Она вас спасет от сильной жары. Сейчас я включил задние противотуманные фонари. Они есть только в этом автомобиле сзади. Ну и в целом действительно автомобиль очень симпатично позирует нам на камеру и подчеркивает свой дерзкий дизайн. И я могу сказать, что да, этот автомобиль является одним из самых красивых китайских автомобилей. Ну и, конечно же, один из лучших китайских автомобилей. Снизу мы также можем увидеть светодиодную подсветку номера. Выхлоп мы не видим, так как он скрыт в этом автомобиле. Багажник с ключа. Светодиодная линия делает интересную анимацию при открытии багажника. Выглядит как премиальный автомобиль. Но я не могу назвать все-таки Geely Manjaro премиальным автомобилем. Есть подробный обзор от меня, где я на 1,5 часа рассказываю все плюсы и минусы данного автомобиля. И здесь мы можем увидеть багажную шторку. Если вы ей пользуетесь, то в принципе в багажнике вы ничего не увидите, потому что освещение находится слева и его очень недостаточно. Маленькая лампочка, направленная сбоку, не дает хорошего освещения в таком большом багажнике. Хотя бы сделали симметрично вторую лампочку, как это делает ВАК. Здесь все-таки они решили уйти от этого способа. И вот, например, если бы я задумался, я бы, наверное, сделал, как и в своем Geely Coolray, на потолок разместил дополнительный фонарь съемный. Но действительно очень не хватает освещения в багажнике. Закрываем наш багажник. Друзья, из минусов также хочу отметить, что подсветка блока активации панорамы и освещения не совпадает с подсветкой аэроглонасса. Аэроглонасс очень сильно светит ярким светом, его никак нельзя настроить, он независим от системы, и вот это зеленый индикатор работы аэроглонасс также очень мозолит глаза. В целом, друзья, честно говоря, мне в ночное время при ночных поездках это не очень понравилось, потому что если в Coolray он был выведен чуть-чуть ближе, и мы не так сильно на него заостряли внимание, здесь же он ближе расположен для нашего взора, бокового зрения. И очень комфортно, находясь в автомобиле, смотреть на такую яркую подсветку. Ну и в ночное время вы можете увидеть и услышать, как гниют Geely. Ну и, конечно, аэроглонасс очень сильно выделяется своей яркостью. Ну а теперь, друзья, давайте мы включим камеры 360. Также дополнительно я включу задний противотуманный фонарь. И в целом вот так мы сейчас видим картинку спереди. Давайте я чуть-чуть увеличу яркость для вас. Вот так мы увеличиваем яркость с помощью шторки. И вот так выглядит картинка в ночное время. Выглядит очень красиво. Проекция работает быстро. Передняя камера, задняя камера с дополнительными противотуманными фонарями. Боковая камера слепых зон. Тут уже идет сильная рябь, сильное искажение картинки, так как ночное время. Ну и задние слепые зоны также в
принципе, недостаточно освещают нам нужное пространство в автомобиле. Ну и задняя камера, в принципе, ее достаточно. Да, она режет картинку в ночное время, но этого достаточно, чтобы безопасно припарковаться. Тем более в автомобиле есть автоматическая парковка, которая с легкостью поможет вам в любой ситуации. Ну и, конечно же, бардачок у нас также подсвечивается и имеет микролифт. Подсветка светодиодная. Температура теплый свет около 4000 Кельвин. В ночное время G-Pilot работает хорошо, считывая разметку, даже в пробках. Никаких проблем нету, но и ночной режим приборки очень красивый. Мне кажется, он лучше, чем дневной режим. Падают звезды. Ну и в целом здесь есть даже вот такая вот заставка, скринсейвер так называемый. Летит самолетик. И мы, в принципе, можем увидеть тоже падающие звезды. Честно говоря, и даже здесь я могу придраться, вы этого не увидите, но компания Geely просто загрузила очень некачественную анимацию. Ну и мы видим очень сильную детализацию, очень маленькую детализацию картинки. Можно было просто закинуть сюда более хорошую картинку в разрешении. И тогда бы, в принципе, не было у меня никаких претензий. Закрываю я наш Geely Manjaro. В автомобиле есть функция сопровождения владельца до дома. Ее можно настроить как на 30, как на 60 секунд, чтобы машина немного светила ближним светом фар, провожая вас до дома. Сделано это очень грамотно, приятно, и владельцу, конечно же, будет намного безопаснее дойти до своего пункта назначения, куда он приехал на данном прекраснейшем автомобиле Geely. И вы можете увидеть, как с такой небольшой задержкой светодиодная оптика бортового света с таким премиальным затуханием выключилась в автомобиле, и автомобиль перешел в спящий режим. А теперь, друзья, открываем мы автомобиль с ключа. И вот так вы можете увидеть, что на боковых зеркалах также расположен светодиодный элемент. Никакого логотипа он не проецирует, и я считаю это плюсом. Потому что, ну, допустим, я бы не хотел видеть значок Geely в автомобиле за 5 миллионов в зеркалах. Мне кажется, это уже пошло. Но для владельца, в принципе, можно будет очень комфортно зайти в автомобиль. Боковой свет показывает вам, есть ли тут лужа или нет, например. Ну и, конечно же, в автомобиль будет очень комфортно заходить. Друзья, давайте посмотрим, как у нас светит оптика в автомобиле. Итак, смотрим. Это у нас ближний свет фар. И включаем дальний свет. Светит очень достойно. Секция ближнего и дальнего света находится в линзе. И благодаря этому решению эта оптика является самой лучшей. Также есть автоматическое переключение на дальний свет фар. Но, к сожалению, в автомобиле нету такой важной опции, как адаптивные поворотные фары. К сожалению, китайцы на этом экономят. Ну а также хотелось бы за машине в 5 миллионов рублей увидеть матричное рассеивание света, как это делали на Volkswagen. Здесь же также его нет. Ночная поездка с Geely Manjaro. Сейчас у нас работают только габаритные фары. Включаем ближний свет и начинаем движение на автомобиле. Я все время забываю, что нужно сделать движение двумя нажатиями на джойстике. Все-таки это немножко непривычно. Но ко всему, в принципе, можно привыкнуть. Немножко ожидаешь от Geely Manjaro старых технологий, но они переходят на новые технологии, и новые технологии не всегда являются лучшими. Вот так у нас работает ближний свет фар, и включаем дальний свет фар. Как мне кажется, картинка очень сильно меняется, и действительно, я считаю данную оптику лучше даже, чем у Geely Coolray, хотя Geely Coolray эталон по оптике ближнего и дальнего света среди китайских автомобилей вплоть до 3,5 миллионов.
так как у него ближняя оптика расположена в линзе, так же как и у Geely Manjaro, но дальний свет фар с обычным отражателем. В Geely Manjaro так уже не экономили, как в Coolray, и разместили оптику в нужном положении в линзы. Вот такая у нас дорога сейчас идет. Небольшая гребенка, щебень. Но Manjaro по подвеске также замечательно справляется. Очень приятно ехать на этом автомобиле, особенно после Geely Coolray. Мы едем в ночном режиме на Geely Manjaro. В автомобиле есть корректор фар. Расположен он в ногах у водителя. Первое положение, второе положение и третье вверх. И давайте включим автоматический дальний свет. Вот так он работает. Мы заходим в поворот на автомобиле. Света в максимальном положении хватает. И работает автоматический дальний свет. Прям мне очень нравится. Превосходно. Он выключает, если видит какой-то дополнительный источник освещения. Ну и работает намного быстрее, чем тот же Geely Coolray. Сейчас вы увидели встречный автомобиль, и машина оперативно выключила дальний свет. Сейчас он опять включил и выключил. Опять включил. Так, мы едем на включенном дальнем свете. Почему, друзья, не знаю. Но впереди едет автомобиль. Почему он его не считал? Вот сейчас он только его увидел и выключил дальний свет. Но, к сожалению, да, нет идеального датчика освещения, кроме как в Subaru и их системе EyeSight. Но среди тестируемых китайских автомобилей тут действительно очень хороший датчик света стоит и намного адекватнее и лучше работает автоматический дальний свет, чем в Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Tugela. Впрочем, для ночной езды это очень похвально, реакция у него очень быстрая. Ну а в дневное освещение все-таки работа его не очень. Вот сейчас вы могли увидеть, как мы шли на подъем, и машина увидела впереди идущую фуру и выключила дальний свет фар. Поэтому всегда работает оно. Зависимость. В тот раз, я думаю, она у нас не сработала, так как мы ехали на спуске, машина шла тоже на спуске, на встречном спуске, и из-за этого датчик, наверное, некорректно счел информацию. Ну а по управляемости автомобиль превосходный. В ночное время ездить на данном автомобиле одно удовольствие. Друзья, в целом получился вот такой вот интересный ролик про Geely Manjaro. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и посмотреть более подробный обзор в моем исполнении. Ну и в целом автомобиль очень красивый в ночное время. Даже работающий с обычными габаритами, он достаточно освещает небольшой участок дороги спереди. Но, конечно, отсутствие противотуманных фар немножко разочаровывает в автомобиле за такую стоимость. Друзья, всем удачи, здоровья и пока.